Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем на месяц август для представителей вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад по 4 неделям месяца августа. Я раньше такой расклад делала. Я надеюсь, кому нравился такой формат, да, те будут счастливы, те будут рады, что я его сейчас сделала и что у меня нашлась свободная минутка, чтобы его, соответственно, для вас выполнить. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, кому такой расклад также нравится, кому он необходим, я постараюсь его делать в дальнейшем. Итак, львы, давайте посмотрим. Месяц август, 4 недели месяца августа. То есть карты мы выкладываем по 4 неделям. Соответственно, это будет 1, 2, 3, 4 недели. Тем временем, пока я перетасовываю еще одну дополнительную колоду, я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк, сообщение, можете оставить в комментариях какой-нибудь ваш вопрос, если вам это интересно. Если будет время, у меня отвечу. Можете также оставить вашу дату рождения, соответственно, это тоже может быть полезным. Но опять-таки, если будет возможность, если будет время. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Лев 4 недели месяца августа. Что интересного произойдет у львов. Начнем мы с первой колоды, которую мы перетасовывали для вас. Первая неделя, вторая, третья и четвертая. И дополнительная колода, которая здесь также у нас есть. Давайте посмотрим. Первая неделя, вторая, третья и четвертая. Что мы видим? Мы видим здесь такое интересное сочетание. Да? Первое, во-первых, здесь карты повторяются. Тройка пентаклей. Здесь, не совсем, здесь девятка, здесь восьмерка, но тоже мечей. Четверка пентаклей вместе с рыцарем жезлов, причем четверка пентаклей здесь она в перевернутом положении, то есть в перевернутом она показывает какое-то прям проявление алчности, скупости или нежелание растрачивать свои силы, свою энергию на что-то, желание вот сэкономить или удержать то, что вам принадлежит, чем вы дорожите. И по рыцарю жезлов, по вашей стихии, по вашей энергии вы здесь как будто не хотите много тратить. То есть стараетесь здесь, если вы что-то получаете в этот период времени, то больше себе это сохранить, собрать, сберечь, да, что мое, ни с кем делиться не буду, да, и по рыцарю жезлов, соответственно, очень решительно настроены в таком отношении, что вот проявляете какую-то вот такую скуповатость, алчность, нежелание что-то отдавать свое. Дальше идет девятка мечей, она идет в перевернутом положении вместе с картой восьмерка мечей, надуманные страхи, переживания, какие-то тревоги, которые у вас могут здесь присутствовать, вы за что-то переживаете, возможно, здесь сомневаетесь в каких-то ваших поступках или действиях, или боитесь, что что-то получится худшим образом, как будто бы ожидаете неудачи, и вот как будто видите перед собой эти препятствия, но больше даже надумываете их, придумываете их. На третьей неделе у вас есть тройка пентаклей, и она выпадает вместе с тройкой пентаклей также в качестве дополнения, но здесь она перевернутая, выпадает с прямым положением. И говорит о том, что вы можете делать какие-то важные решающие шаги в плане вашей работы. Вы ожидаете помощи и поддержки от окружающих, но почему-то можете ее своевременно не получить. Или можете не получать того удовольствия от работы, которое хотели бы испытывать. То есть выполняете ее как-то рутинно, методично, выполняя что-то, но при этом не испытывая той радости, которая была, допустим, ожидаема, да, от этой работы. Но в целом, тем не менее, выполняете какие-то здесь задачи, над чем-то работаете. И дальше на четвертой неделе у вас есть семерка пентаклей, но эта семерка пентаклей также в перевернутом положении вместе с принцессой или пажом жезлов ее называют. Здесь по семерке пентаклей вы можете пытаться разобраться, сколько вы усилий вложили в какое-то дело или в какую-то работу, и сколько еще усилий предстоит вложить. И скорее всего вас беспокоит, что что-то очень много времени занимает или приходится долго ждать какого-то результата, и, возможно, даже как будто бы не хочется дальше прикладывать усилия, чтобы над этим делом работать. Но при этом принцесса жезлов показывает, что вам нужно в качестве вот как совета, нужно постараться по принцессе жезлов
здесь сохранять вот этот энтузиазм и настрой позитивный. И даже если вы не получаете здесь какого-то результата, который бы хотели, скорее всего, просто быть более терпеливыми, и вы получите результат со временем. То есть не отчаиваться, не опускать руки. Что-то занимает больше времени, чем следовало бы. Может быть, что-то как будто с медленным ростом здесь, медленным развитием связано, или с необходимостью подождать какое-то время. Давайте посмотрим дополнительную карту магических посланий ангелов. Что здесь может быть, соответственно, у вас еще, у львов? Какие карты еще здесь у вас? Какая карта, вернее, выпадет в качестве совета из этого оракула? Итак, львы. Львы. Месяц август для львов в качестве совета. Такая интересная карта, да, называется невинность. В целом это карта, которая говорит о том, что вам, ну, знаете, как будто бы вы можете здесь, может быть, вините других в чем-то, может быть, вините себя в чем-то. Возможно, это особенно на второй неделе происходит. Но нужно понимать, что какие-то любые недоразумения, которые происходят в жизни, может быть, они случайно. То есть вот так произошло, потому что должно было произойти. Винить никого нет смысла в том, что произошло. И вам нужно избавиться от гнева или от своего чувства вины, если вы что-то сделали такое, да, то есть от этой ненужной обузы, которая вашу душу отягощает. И постараться здесь очистить свое сердце, чтобы оно наполнилось любовью и покоем. То есть посмотреть на ситуацию глазами другого человека, на которого, возможно, вы обижаетесь, и простить этого человека, может быть, простить себя также, да, и отбросить какие-то сожаления. Постараться не обращать внимания на внешние иллюзии, а постараться здесь уважать себя и уважать окружающих, соответственно. Вот здесь написано, что каждый человек на самом деле невинен. Да, никто не в состоянии изменить какие-то предначертанные события или какие-то ситуации. То есть не нужно никого здесь винить из-за каких-то своих неудач или каких-то проблем, которые возникают в августе. Итак, на этом сегодняшний таро-прогноз на август месяц для вашего знака зодиака Львы мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!